Всем привет, меня зовут Илья, и я иду запускать самую простую карамельную ракету. Самая простая карамельная ракета — это, собственно, отсутствие ракеты как таковой. В видео «Устойчивость и стабильность» я уже упоминал, что бесспорно самым рабочим вариантом такой ракеты является просто один двигатель, который стабилизируется примотанной к нему палочкой. Очень просто, дешево и весьма стабильно. Вообще меня нередко спрашивают, с чего начать, как сделать двигатель и прочее. Ну вот разумный совет. Прежде чем запускать с необкатанными движками ракету и ее сразу же разбить, неплохим вариантом является проба небольшого двигателя со стабилизатором палочкой или речным стабилизатором. Или, тут можно в принципе поспорить о том, можно ли считать такое устройство вообще стабилизатором, но можно случайно копии еще наломать, поэтому назовем это устройство подсистемой автоматом стабилизации ракеты на основе изоленты и палок. Идея использовать для ракеты палочку, конечно, принадлежит не современным ракетчикам или пиротехникам, а изобретателям и активным пользователям пороха, древним китайцам. Собственно, почти до 20 века ракеты были почти все более-менее схожи. Двигатель, примотанная палочка и с редким добавлением оперение и обтекатель для салютов или военных целей. Что любопытно, в основном в Азии использовались. Качественный толчок к развитию ракетной теории в Европе, пожалуй, лишь дал успешный опыт использования ракет Уильяма Конгрева-младшего при бомбардировке Булонии и Копенгагена. Наработки Уильяма Конгрева, конечно же, базировались на опыте его отца, воевавшего в Индии, где ракеты были привычным делом. Собственно, отец привез оттуда майсурийскую железную ракету, и сын начал ее активно изучать и дорабатывать. Если кратко о работе Конгрева, то Уильям занимался вопросами стабилизации ракеты, подбирал в зависимости от веса двигателя и заряда длину рейки для стабильного полета, ее вес и менял место ее крепления. В общем, занимался тем, чем сегодня буду заниматься я. Конечно, в России до меня этим вопросом тоже занимались. Нет, не только Константин Циолковский, а еще до него. Теорию ракет разрабатывал российский офицер Александр Зарядко в XIX веке, а вот практику, инженерный подход и технологию активно развивал уже генерал артиллерии Константин Константинов. Но, пожалуй, самое интересное принадлежит революционеру-народнику Николаю Ивановичу Кибальчичу. Собственно, в последние дни своей жизни, перед смертной казнью, после убийства императора Александра II, Кибальчич разрабатывал, рассчитывал и подробно описал устройство ракетного летательного аппарата, по задумке способного достигнуть космоса и осуществить торможение об атмосферу при спуске. Он перешел от простейшей палочки к вопросам стабилизации полета ракеты, крыльями-стабилизаторами и даже управляемым вектором тяги. Да, революционеры, задолго до Циолковского. Но это что-то ушло слишком далеко. Вернемся к нашим палочкам. Я вам рассказал историю идеи стабилизации простейших ракет. А идею к этому видео принадлежит моему подписчику, который, как и Уильям Конгрев или Константин Константинов, задался вопросом, а что, собственно, будет на практике, если изменять характеристики этой самой палочки? Как же поведет себя ракета? Хочу сказать ему спасибо за финансовую поддержку этого эксперимента. Вы тоже можете меня отблагодарить, поставив лайк, оставив комментарий, а также порадовать монеткой через донат или подписку на Patreon или YouTube, ссылки в описании. Возможно, и у вас найдется стоящая идея. Итак, мой подписчик попросил меня поставить эксперимент, запустить простейшую ракету не вертикально вверх, а под углом к горизонту, под углом 45 градусов, причем сдвинуть центр тяжести к хвосту палочки, а именно добавить треть веса от веса двигателя на хвост. Ну что ж, пошли делать. Обычно для таких двигателей с палочкой важен небольшой вес, и часто используют обычную картонную гильзу и стабилизатор, например, из шпажки, или на худой конец из бамбуковой палочки для еды, для суши. Однако мой подписчик поставил требование, чтобы двигатель работал 3 секунды. И это, какая сложная задача. Потому что карамельный движок работает секунду-полторы от силы. Значит, используем бессопловой движок. Он проработает максимально долго из всех других возможных вариантов.
Время также можно увеличить, увеличив диаметр двигателя, а значит и подняв его вес. Если мы поднимаем вес, значит нужно поднять и рабочее давление, чтобы более-менее получить сносную тягу, способную поднять вес движка и груз. Значит, удлиняем движок, а также и используем уже не бумажный, а пластиковый корпус, чтобы выдержал давление сурово. Я буду использовать движки на основе 40-мм трубы с диаметром шашки в 27 мм с временем работы в 3 секунды. Вес такого движка за 200 грамм, поэтому никакие бамбуковые палочки не годятся согласно требованию заказчика. Поэтому идем к циркулярке и выпиливаем рейки нужного веса согласно ТЗ. Удлинением в 3 длины двигателя, весом в 3 двигателя. Ну, вообще, обычно собственного веса палочки достаточно для того, чтобы перенести центр тяжести назад. Сейчас центр тяжести находится в близком к идеалу месте. Ну, давайте треть веса поставим ровно в хвост. Например, прикрутим к хвосту палочки тяжелый болт. Стабилизаторы поставим по минимуму, сохранив жесткость. Центр тяжести практически не изменится, но при этом более наглядным окажется плечо силы. Ну вот и вся ракета. Почти. От себя добавлю еще обтекатели, распечатанных на 3D принтере. Каждый обтекатель весом в районе 1,5 граммов, так что развеска останется такой же. Итак, ракета готова. Точнее 4 ракеты. 2 ракеты с калибром 40 мм с 2 и 1 стабилизаторами, а также 2 ракеты с 1 и 2 стабилизаторами, соответственно калибром в 25 мм. Они вдвое легче и время работы движков около 2 секунд только, но остальные условия соблюдены. Также потребуется пусковая установка. Это 3 доски, дающие угол в 45 градусов, а также направляющая труба, в которую будет вставляться палочка во время старта ракеты. Ну и для удобства крепления для проводников к запалу. Вот и все. На все про все у меня ушло несколько дней на изготовление, а также полкило топлива. Итак, идем проверять, что же будет. Давайте-ка остановимся и зададимся вопросом, а что, собственно, мы хотим увидеть? Палочка-стабилизатор нужна для того, чтобы запущенная вертикально вверх ракета сохраняла свою ориентацию и летела вертикально вверх. А если ракету запустить под углом к горизонту, то что будет? На этот случай у нас есть баллистика и все эти задачи по физике про выпущенный из пушки снаряд. В зависимости от угла снаряд будет лететь по навесной или настильной траектории. Да, не прямо, потому что помимо силы, которая действует на снаряд, заставила его двигаться, то есть придала ему начальную скорость, у нас есть еще сила гравитации, сила притяжения, которая тянет снаряд вниз. Про силу гравитации мы многое знаем от Ньютона, а для понимания нашей траектории мы имеем несколько уравнений баллистики. Из них мы можем найти максимальную высоту полета, его дальность и время. А в сочетании силы тяжести это даст параболическую траекторию полета. Но это в случае, если у нас есть некоторые допущения, такие, что у нас ускорение тяга нулевая, и снаряду нашей расчетной ракете придана некая начальная скорость. В нашем случае это не так. В нашем случае у нашей траектории будут две части. Вторая часть — это участок, который описывается нашими изначальными уравнениями. Для тела, брошенного под углом к горизонту, за исключением того, что после того, как тяга двигателя толкает нашу ракету, наш снаряд получит некое положение в пространстве, начальную высоту и дальность, то есть координаты по x и по y, они будут не нулевыми, ну и формула, соответственно, изменится. А вот первая часть траектории станет, для очень идеального двигателя можно считать, что у нас будет равноускоренное движение на протяжении времени работы двигателя. В нашем случае 3 секунд. Тогда нам нужен общий случай. Выписываем все уравнения в векторном виде. Вектор скорости всегда будет направлен по касательной к траектории. Вектор ускорения во время тяги, условно говоря, совпадет с векторами скорости, а после не будет. Переписываем начальные условия и все остальные формулы. Усложнилось вдвое как минимум. Но на практике сделать двигатель с одинаковой тягой крайне сложно. Поэтому в реальности ускорение будет зависеть от времени, и не будет наше движение равноускоренным. Другими словами, это будет некая функция от времени, то есть здесь уже не будет аналитического решения.
Ладно, это, конечно, плохие новости, но давайте я вас все еще больше огорчу, потому что все эти формулы баллистики для тела, брошенного под углом к горизонту, не учитывают ни кривизну Земли, на малых расстояниях мы все-таки можем этим пренебречь, не учитывает неравномерность плотности в воздухе, ну, опять-таки, на малых расстояниях этим тоже можно пренебречь. Но самое главное, они не учитывают сопротивление воздуха, которым пренебрегать не стоит. Итак, давайте вернемся на шаг назад. И, допустим, у нас все же будет все-таки равноускоренное движение. И добавляем еще одно условие. Это силу сопротивления воздуха. Сила сопротивления зависит от, с нашими допущениями, плотности воздуха, площади поперечного сечения и коэффициента лобового сопротивления, который для разных форм разный, а также зависит от скорости набегающего потока. К нашему счастью, вектор силы сопротивления всегда будет направлен против вектора скорости. Это хорошие новости, а плохие заключаются в том, что теперь, имея сопротивление воздуха, получается, наша модель будет уже зависеть и от массы ракеты. В прошлых выкладках вместо тела у нас была просто материальная точка, но теперь у нас это полноценный объект, для которого нам важно знать массу. В целом это могло бы и не быть проблемой, если бы не тот факт, что масса по мере сгорания топлива также будет изменяться. То есть масса на этапе движения с ускорением тоже будет некой функцией, зависящей от времени. И снова у нас не будет аналитического решения. Ладно, еще на шаг назад. Все уравнения мы приводим к форме Каши. В конце всех преобразований получим некую систему дифференциальных уравнений. Такие системы решаются обычно численными методами, например, методом Рунгекута. Некие функции, зависящие от времени, а именно ускорение и масса, можно взять, грубо говоря, числами из расчетной таблицы, либо тащить вообще вместе с расчетами тяга для двигателей сюда, что еще усложнит задачу. Но это так, на вкус и цвет. Что ж, пугаться этого, наверное, не стоит, потому что аналитического решения, то есть решения, выраженного в элементарных функциях, задача не имеет реальная. Наличие аналитического решения для реальных задач техники скорее это исключение, и без моделирования при их решении уже никак не обойтись. Ну и гиковщина у меня получилась, ну а что же вы хотели? Вот такая она ракетная наука. На этом этапе можно было бы идти писать программу, реализующую решение модели. И вот чуете, мой подписчик не просто так взял и задал некий продолжительный интервал времени работы двигателя, чтобы понять, что произойдет с траекторией. Интереснее же не выстрелить из пушки, а иметь работающую ракету с динамическую систему и нелинейные уравнения. Ну класс. Но есть еще одно но, а именно то, с чего мы начали. Это стабилизация полета. Помните, что в уравнении для силы сопротивления есть некий коэффициент лобового сопротивления и площадь поперечного сечения тела ракеты. Если опять сильно упрощать, то можно сказать, что ракета всегда будет направлена обтекателем навстречу силе сопротивления. А обтекатель у нас чечевичной формы, и мы все знаем, и... Ну да, есть одно но. Ракеты так не летают на самом деле. В реальности ракета никогда не летит прямо, а все время поворачивается от направления полета то в одну, то в другую сторону, то есть рыскает. На ракету набегает встречный поток воздуха, направление которого строго противоположно направлению полета. Получается, что ракета все время поворачивается боком к набегающему потоку на некоторый угол. И в аэродинамике такой угол называется углом атаки. Вращение ракеты в поперечном направлении, то есть рыскание, происходит именно относительно центра тяжести. Для нас это значит два важных момента. Момент первый. У нас постоянно будет изменяться как коэффициент лобового сопротивления, так и площадь поперечного сечения ракеты. Следствием это является невозможность даже в численном виде, без эмпирических данных, предсказать эти параметры, что делает попросту невозможным численное решение модели. Фатально.
Да, тут вы можете мне как бы сказать, что в ракете с хорошей стабилизацией рыскание очень незначительное, и модель с постоянными коэффициентами будет достаточно близко описывать реальное поведение ракеты, но что же такое хорошая стабилизация и как ее достичь? И тут мы подходим ко второму моменту, а цель данного видео — это эксперимент как раз со смещением центра тяжести и влияние его на стабилизацию. Я рассказывал уже о том, какая ракета будет устойчивой в зависимости от расположения центра тяжести. Но это было для ракет с крыльями-стабилизаторами при вертикальном полете. А что с палочкой? Если бы полет был вертикальный, то вес палочки или на палочке заставлял бы ракету разворачиваться соплом вниз, тянул вниз. Но если ракета запущена под углом, то разве вес, находящийся на конце палочки, не должен под действием силы гравитации опрокинуть ракету и поднять ее вверх? Пора переходить к экспериментам. День запусков с ясной погодой. Было нашим любимым занятием наступать на только что замерзший лед и его ломать. И вот у нас сейчас лед замерз. Малый калибр 2 стабилизатор. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Я сильно извиняюсь, но незадолго до запусков я разбил свой широкоугольный объектив. И у статичной камеры угол теперь узкий. Но самое плохое, что во всех запусках моя налобная камера смотрит ниже угла зрения, поэтому почти ничего не видно. А из того, что видно, что траектория полета весьма сильно похожа на теоретическую, и ничего необычного не происходит. Утяжеление стабилизатора не опрокидывает ракету, не поднимает ее нос кверху. Ракета, по сути, стабилизируется по теоретической траектории. Также хорошо видно, что во время полета ракета рыскает, а из-за этого шлейф ракеты спиралеобразный. Также у меня вышло 2 неудачных запуска. Первый с 25 мм ракетой показывает разворот ракеты на старте, так как для достижения стабильности ракета должна при сходе спусковой набрать скорость. А этого не произошло. Либо слишком рано соскочила из трубы, либо вовсе за нее зацепилась. Вот вам и пример наглядный, зачем нужна пусковая. Второй неудачный запуск 40-мм ракеты. Ракета значительно переутяжелена, и на начальном этапе тяга достаточно мала, чтобы толкать ракету в воздух. Зато по мере выгорания топлива, даже после отрыва стабилизатора, видно, что ракета продолжила лететь ровно, сама с земли и не выписывает спираль. А почему? Потому что центр тяжести изменился и сместился с середины к носу. Ладно, давайте лучше в чистовую еще раз проведем испытание, и я постараюсь отснять нормальное видео. Потребуется еще полкило топлива. Второй день запусков с ясной погодой. Обратный отсчет. Малый калибр, 1 стабилизатор. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Теперь все видно хорошо, и видно, что ракета летит по теоретической траектории, как и должна. Малый калибр 2 стабилизатор, обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Что любопытно, ракета с 2 стабилизаторами рыскает вопреки симметрии, даже сильнее. Это можно объяснить тем, что у такой ракеты площадь поперечного сечения больше, и одна испытывает большую силу сопротивления, которая вносит свой вклад в отклонение от вектора ускорения. Большой калибр 2 стабилизатора, обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Вообще, когда я уже ходил по полю и собирал ракеты, оказалось, что дальность полета большой 40-мм ракеты и ракеты диаметром в 25 мм оказались почти одинаковы. Скорее даже наоборот, дальность полета ракеты с 2 стабилизаторами, особенно 40-мм ракеты, оказалась немного ниже. И этому есть логичное объяснение.
Видно, что такие ракеты летят более полого, так как сильно влияет лобовое сопротивление, сводя на нет большую тягу движка. Вывод: большой калибр ракеты — это большое сопротивление и уменьшенная дальность полета. Вот она, большая ракета с двумя стабилизаторами. Да, еще одно наблюдение. Смысл в двух стабилизаторах все-таки есть. С ними ракета летит почти прямо относительно точки старта, в то время как ракета с одним стабилизатором уходит в бок, в зависимости от положения стабилизатора. Из-за этого у ракет до экспериментов Конгрева были немаленькие проблемы с точностью и кучностью. Однако Уильям в свое время разместил стабилизатор по центру, по оси вращения ракеты, и ракета перестала уходить в бок. Так что расположение стабилизатора палочки тоже влияет на траекторию, но на проекцию Z, которую я вообще не упоминал. Ладно, что в итоге? Ничего сверхрассказанного теории при добавлении веса на хвост ракеты не произошло. Ракета не поменяла свою траекторию, и давайте разберемся почему. Ну, на самом деле вся магия в том, что устойчивость ракеты, как я рассказывал раньше, зависит от двух точек: расположение центра давления и центра тяжести. Добавление палочки стабилизатора нужно для того, чтобы сместить центр тяжести назад. Тут, в отличие от классической, назовем ее так, вытянутой ракеты, все переворачивается с ног на голову. В классической ракете действует правило, что центр тяжести должен находиться впереди центра давления ракеты. Это объясняется тем, что ракета рыскает, поворачивается то в одну, то в другую сторону от направления полета. Это вращение происходит относительно центра тяжести ракеты. С другой стороны, если центр давления расположен ниже центра тяжести, то появляется момент силы, который стремится вернуть ракету навстречу набегающему потоку, как флюгер. Еще раз, то есть при отклонении корпуса от траектории на угол атаки альфа возникает составляющая аэродинамической силы FAX в направлении перпендикулярном оси ракеты. Сила FAX создает момент МА на плече К, который возвращает ракету в исходное положение. Такая ракета все время будет стремиться сохранить ориентацию корпуса по траектории и, следовательно, будет устойчивой. Если еще проще, то можно провести наглядный эксперимент, как работают эти силы. Возьмем палочку, которая будет выполнять роль модели ракеты, и попытаемся ее толкнуть. И видно, что по мере движения палочка будет уходить с траектории. Это случай, когда у нас центр давления выше центра тяжести. Теперь вернем палочку на место и потянем ее по траектории. Видно, что палочка сохраняет свою ориентацию, то есть видно, что изменение положения центра давления или центра тяжести влияет на стабильность палочки, ракеты. У нас с речным стабилизатором, повторюсь, все перевернуто с ног на голову. Поэтому для создания такого момента мы сдвигаем центр тяжести наоборот вниз. И это опять-таки даст необходимый момент для стабилизации ракеты. Неважно, как мы рассчитываем центр давления, он находится где-то между носом ракеты, согласно Боуману, расчет которого верен только для небольших углов атаки, и 1/5 от хвоста двигателя, согласно методу аэродинамической проекции, которая не очень-то и точна. Другими словами, выше центр тяжести, используя палочку, мы не сможем перенести. Ниже можем, но нам достаточно сдвинуть центр тяжести так, чтобы получить устойчивость в 1,5-3 диаметра. В среднем можем считать, что центр давления расположен где-то посередине двигателя, и сдвинуть центр тяжести нужно, скорее всего, на расстоянии от 1/5 до хвоста двигателя. Чем дальше мы уберем центр тяжести, тем больше будет момент силы и устойчивость ракеты. Итак, ответом на вопрос моего подписчика о том, что произойдет, если к хвосту палочки добавить груз, будет ничего хорошего. Это при условии, если это утяжеление будет избыточным. Увеличение балластной массы ведет к уменьшению высоты, дальности и времени полета, как само собой разумеющийся факт. То есть ракета будет уже стабильной сильно раньше, и мы зря добавим ненужный вес на хвост. Добавление выпирающих частей, помимо тонкой палочки, грузик увеличит лобовое сопротивление, что тоже огромный минус.
И, наконец, самое главное, по мере выгорания топлива, центр тяжести еще сильнее будет смещаться назад, и момент силы будет все возрастать. На практике это будет приводить к тому, что ракета все сильнее будет закручиваться в спираль, и это хорошо видно на видео. Чем меньше топлива в ракете, тем больше радиус спирали описывает ракета. И нет, никакого опрокидывания и выравнивания вверх не произойдет, так как сила тяги больше силы тяжести, действующей на ракету. Вернее, конечно, произойдет, если сила тяжести превысит силу тяги, то есть масса на хвосте будет больше тяги двигателя, но это какой-то невозможный случай, который мы тоже наблюдали, что ракета попросту упадет на землю и лететь уже не будет. Во всех же остальных случаях, даже при прекращении горения движка, ракета будет лететь по траектории носом вперед. Ну ладно, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы меня отблагодарите лайком и комментарием, или вообще чем-то более весомым, вроде каких-нибудь донатов и подписок. Пишите в комментариях, понравилась ли вам моя работа, и в принципе этот формат с историческими вводными данными, с этой гиковщиной и мотаном, я старался. Если вы здесь впервые, то подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. С вами был Илья. Пока-пока. Ах да, на канале до конца ноября 2021 года проходит конкурс для подписчиков. Так что заходите и участвуйте, голосуйте за название новой ракеты.